Когда жена этого человека родила чернокожего ребенка, он бросил ее самым жестоким образом. А 20 лет спустя произошло нечто невероятное. Анна задрожала от страха, когда Джек угрожающе направился к ней. Она крепче прижала к себе ребенка, мирно спавшего у нее на руках. Слезы потекли по ее лицу, а внутри все сжалось от страха. «Кто отец этого существа?» – прокричал Джек, подбегая ближе. Опасаясь его гнева, Анна только хныкала и не произносила ни слова. «Ответь мне!» – крикнул он, на этот раз ударив кулаками по стене, возле которой стояла Анна. Джек покраснел от гнева, крепко сжав кулаки. Не сказав больше ни слова, он выбежал из больничной палаты. Слезы катились из глаз девушки, когда она смотрела вслед уходящему мужу. Она еще раз взглянула на прекрасного мальчика, спокойно спящего у нее на руках. Ей стало жаль его, так как она считала, что он не заслуживает такого отношения. И все же она не могла понять, как получилось, что ребенок оказался чернокожим. Они с Джеком были белыми. Даже у медицинского персонала не было объяснений по этому поводу. Они только предложили провести несколько тестов, в том числе анализ ДНК. С его помощью они смогли бы получить столь необходимые ответы. 5 дней спустя Анну выписали из больницы. За все время ее пребывания в больнице Джек ни разу не позвонил и не зашел ее проведать, и Анна была очень разочарована своим мужем. Что случилось со всеми их клятвами быть рядом друг с другом, несмотря ни на что? Тем не менее, она понимала его гнев. Будь она на его месте, она бы тоже разозлилась. Но бросить ее в больнице – это было уже слишком. Это означало, что он полностью потерял к ней доверие. Даже если бы у него были сомнения по поводу того, что ребенок от него, они могли бы провести анализ ДНК. Это было намного лучше, чем полностью сомневаться в ней. Когда она, наконец, вернулась домой, она встретила Джека, который сразу же бросил на нее холодный кровожадный взгляд, и их взгляды встретились. Не говоря ни слова, он прошел в комнату для гостей. Анна вздохнула и вошла в комнату через несколько минут после того, как покормила ребенка и убедилась, что он крепко спит. Она решила поговорить с мужем на чистоту. Джек в шоке поднял голову, когда Анна вошла в комнату для гостей. «Что тебе надо?» – спросил он, разозленный тем, что у нее хватило смелости войти в его комнату. Анна молчала, пока не подошла достаточно близко. Затем она начала напоминать им об их прежних днях и клятвах, которые они давали друг другу. Она спросила его, почему он так сильно сомневался, и бросил ее в больнице. С чего он взял, что она может когда-нибудь нарушить их отношения? Затем она поклялась, что у нее и в мыслях не было изменять ему, не говоря уже о том, чтобы сделать это на самом деле. Она даже предложила пройти тест ДНК, если он все еще сомневается в ней. Слезы текли из ее глаз, когда она говорила и умоляла, но Джек только бросал на нее неодобрительные взгляды. А затем мужчина саркастически рассмеялся и сказал, что не будет тратить свои деньги на тест, доказывающий очевидное, что она изменила ему с чернокожим мужчиной. Он сказал, чтобы она ушла со своим незаконно рожденным сыном и встречалась со своим любовником, иначе он сделает дом невыносимым для нее и ребенка. Затем он вытолкнул ее из комнаты и приказал ей просто собрать свои вещи и уйти, или он заставит ее это сделать. После этого он захлопнул дверь у нее перед носом. Анна села у двери и горько заплакала. Она продолжала колотить в дверь, умоляя Джека поверить ей, но он оставался непреклонным к ее мольбам. Когда она устала умолять и спорить, она встала и ушла в свою комнату. Она решила дать ему немного времени, понимая, что в гневе Джека не переубедить. Она позвонила своей сестре и все ей объяснила. В тот вечер ее сестра приехала к Анне домой и помогла ей собрать вещи. Когда Анна с ребенком садилась в машину, она оглянулась, надеясь, что Джек подойдет, но, конечно же, никого не было видно. Сестра пыталась успокоить ее, говоря, что все будет хорошо.
Несколько дней спустя Анна проснулась и обнаружила, что все деньги на ее совместном с Джеком счете были сняты. Она была ошеломлена. Ее сердце бешено колотилось, а по лицу текли слезы, пока она продолжала проверять баланс. Она не могла поверить своим глазам. На этот раз она прокляла последствия и решила противостоять Джеку. Она быстро оделась и направилась в их семейный дом. Но, добравшись туда, она поняла, что произошло нечто ужасное. Дом был пуст. Все вещи Джека и все ее вещи пропали. А также пропали и все детские принадлежности. Зачем Джек это сделал? Она продолжала размышлять. Почему он причинил ей такую боль из-за обвинения, которое не хотел доказывать? Неужели ему просто нравилось причинять ей боль? Прошло несколько часов, прежде чем Анна наконец встала, вытирая слезы. Позже она увидела листок бумаги на столе. Это была записка, написанная Джеком. Она почувствовала, как ее сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда она прочитала последние слова, которые он ей написал. «Моя дорогая Анна, я не могу поверить, что ты настолько предала мое доверие. Я не могу представить себе жизнь с тобой и этим ублюдком. Поэтому, думаю, нам лучше расстаться. Пожалуйста, никогда не пытайся связаться со мной. Скоро ты встретишься с моим адвокатом». Глаза Анны расширились, она закричала и разрыдалась, упав на землю. Она пыталась дозвониться до него, но, конечно же, его телефон был отключен. 2 недели спустя адвокаты Джека пришли и передали документы о разводе. Она была совершенно измучена, и любые попытки спасти брак были пустой тратой времени. Она просто подписала бумаги без возражений. От слез у нее совсем не осталось сил, и ей было невыносимо горько. Сестра продолжала подбадривать ее, говоря, что Джек никогда не заслуживал ее, но ничто не могло облегчить ее боль. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, Анна никогда не винила своего ребенка в своих несчастьях. Каждый раз, когда она смотрела на него, она была благодарна Богу за дар жизни. Она не испытывала к своему малышу ничего, кроме любви, и назвала его Майкл. Она была полна решимости растить его со всей любовью в сердце, считая его невиновным в травме, которую ей пришлось пережить. Ее отпуск по уходу за ребенком подошел к концу, и ей пришлось возобновить работу. Утром, перед тем, как отправиться на работу, она отвела Майкла в детский сад, но из-за мучений, которые ей пришлось пережить, она стала менее эффективной в работе. Она работала в отделе обслуживания клиентов в микрофинансовом банке. Улыбчивая и жизнерадостная молодая Анна стала угрюмой и замкнутой, стала выглядеть немного потрепанной. Несколько недель спустя ее позвал руководитель Педро Уильямс. Он начал расспрашивать ее, в чем дело, поскольку она больше не была той сотрудницей, которую он знал и ценил. Она расплакалась и рассказала своему начальнику о нынешнем состоянии своего брака в связи с рождением ребенка. Педро стало жаль ее. Он успокоил ее и посоветовал оставаться сильной. Затем он обнял ее и, похлопывая по спине, дал ей выплакаться у себя на груди. Ему казалось несправедливым, что такой благородный человек, как она, проходит через это. Затем он решил помочь ей восстановиться. На каждом перерыве Педро ходил с ней куда-нибудь. Сначала она колебалась, но его настойчивость в конце победила. Со временем совместные обеды помогли им познакомиться. По выходным Педро тоже заходил проведать ее и малыша и спрашивал, как у них дела. Иногда, если у него было свободное время, он брал их с собой в кино, в парк, на пляж или в хороший ресторан. Через несколько месяцев Анна действительно начала поправляться. Постепенно она снова стала той жизнерадостной женщиной, какой всегда была на работе. Она была очень благодарна своему боссу за то, что он помог ей преодолеть боль, которую причинил ее прошлый брак. Педро был рад ее выздоровлению и продолжал приходить, чтобы проверить, как у нее дела. Год спустя между ними вспыхнули чувства. Педро был вдовцом. Его жена умерла при родах,
А ребенок родился мертвым, что стало двойной трагедией для Педро. Возможно, именно поэтому он так легко перенес боль Анны. Он честно начал свои отношения с Анной на дружеской ноте. Он всего лишь хотел помочь ей восстановиться. Но теперь он почувствовал, что она для него больше, чем друг. Поэтому в один из выходных он спросил, могут ли они перевести свои отношения на другой уровень, выразив свои чувства к ней. Анна была удивлена. Она тоже начала восхищаться им, несмотря на их рабочие отношения и дружбу, но не ожидала, что он будет чувствовать то же самое. К сожалению, хотя она и оправилась от травмы, полученной после предательства Джека, она все еще любила его и не могла любить кого-то другого так, как могла любить его. Она вежливо отклонила просьбу Педро, глубоко ранив его. И все же Педро не сдавался. Он остался рядом с ней и продолжал показывать, как сильно она ему дорога. Анна оценила его доброту и заботу, и они остались друзьями. Однажды она готовила на кухне, когда услышала крик Майкла, доносившийся из гостиной. Встревоженная, она поспешила узнать, в чем дело, и не обратила внимания на то, что происходит вокруг. Она задела кастрюлю с горячим соусом, он опрокинулся и разлился ей на ноги. Она закричала от боли, когда жар обжег ее тело. Майкл бросился на кухню и сразу заплакал, когда увидел, что его мама плачет от боли. Он был слишком мал, чтобы знать, что делать, и единственным способом выразить свое замешательство были слезы. Анна знала, что должна быть сильной ради себя и своего сына. Несмотря на боль, она встала и подошла к телефону, поглаживая сына. Ее сестра в это время была в командировке. Единственным человеком, которому она могла позвонить, был Педро. Она позвонила ему, чтобы спросить, не может ли он помочь ей добраться до больницы. Он немедленно согласился и сел в свою машину. Когда они добрались до больницы, ее поместили в палату для надлежащего лечения. Анна боялась за здоровье своего сына. Ее сестра была в отъезде, и у нее не было никого, кто присмотрел бы за Майклом. Но, даже не спросив и не выразив своего беспокойства, Педро сказал ей, что присмотрит за Майклом, пока она будет в больнице. Анна не могла выразить свою благодарность в полной мере. Она была слишком благодарна ему за доброту и заботу. Педро вел себя с Майклом как любящий отец. Он ухаживал за мальчиком с такой любовью и терпением. Возвращаясь с работы, он забирал Майкла из детского сада, и они ехали в больницу. Анна была потрясена, увидев, как гармонично сложились отношения между Педро и Майклом. Она даже слышала, как Майкл называл его папой, а не обычным дядей Педро, как он раньше его называл. Неделю спустя ее выписали, и Педро отвез ее домой. Анна провела несколько дней дома, размышляя о том, какие узы связывают ее с начальником. Она была убеждена, что он любит ее и ее сына. Она тоже больше не могла отрицать тот факт, что влюбилась в него. Она приняла решение. Она решила двигаться дальше. Даже Майкл любил его, и она знала, что он будет отличным отцом для ее сына. Более того, Майкл нуждался в отце, и никто не подходил на эту роль лучше, чем Педро. Вернувшись на работу, она зашла в его кабинет, чтобы поблагодарить его за доброту и помощь. Затем она сказала, что хотела бы поднять их отношения на более высокий уровень. Педро был так рад это услышать, что тут же крепко обнял ее и поцеловал. Педро никогда не переставал относиться к Анне с любовью. Вскоре ее коллеги узнали, что между ней и боссом что-то происходит. Это вызывало зависть у одних и восхищение у других. Но Анна никогда не позволяла этому забивать себе голову и влиять на ее работу. Она по-прежнему оставалась жизнерадостной и деловитой женщиной, какой они ее знали, а Педро просто продолжал любить ее все больше. 2 года спустя Педро понял, что должен оформить отношения с Анной. В свой день рождения, войдя в офис, она была потрясена, увидев, что вход украшен воздушными шарами и цветами. Войдя внутрь, она услышала, как коллеги поздравляют ее с днем рождения.
Она была потрясена и удивленно огляделась. Затем она рассмеялась, чтобы сдержать слезы, которые вот-вот готовы были пролиться. Это было слишком красиво. Она начала благодарить всех за усилия, которые они приложили, чтобы сделать это для нее. Но в толпе она искала Педро, но не нашла его. Она подозревала, что он был главным организатором всего этого. Но где он был? «С днем рождения!» — услышала она его спокойный голос у себя за спиной. Когда она обернулась, Педро стоял с широкой улыбкой и тортом в руках. Она прижала ладони к губам, потому что по щекам потекли слезы. Его улыбка стала шире, и он попросил ее подойти к нему поближе, чтобы обнять. Она прошептала «Спасибо», и он поцеловал ее в губы. Когда пришло время разрезать торт, Анна провела ножом по торту, но поняла, что внутри что-то твердое. Ей стало любопытно, и она решила поскорее разрезать торт. Когда она это сделала, то нашла коробочку с золотым кольцом. А когда она подняла его и повернулась обратно, то увидела, что Педро уже стоит на одном колене. У нее перехватило дыхание от потрясения. «Я люблю тебя, Анна, и не думаю, что смогу жить без тебя. Я тоже хочу стать отцом Майклу. Поэтому, пожалуйста, ты выйдешь за меня замуж». Педро спросил с такой любовью, что по щекам Анны потекли слезы, и она кивнула. Затем он взял кольцо и надел ей на палец. Он встал и поцеловал ее, а веселые зрители с восхищением наблюдали за происходящим. По их лицам тоже текли слезы. 3 месяца спустя они поженились. Шли годы, и пара воспитывала Майкла как ответственного ребенка. Они позаботились о том, чтобы Майкл получал все самое лучшее – школу, одежду и образование. Майкл заставил их гордиться своим исключительным интеллектом. В свое время он окончил среднюю школу, поступил в колледж и изучал компьютерные науки. По окончанию учебы он сразу же был принят на работу в технологическую компанию. Его трудоустройство сопровождалось такими привилегиями, как дом и машина, а также выгодное предложение. Его родители были невероятно счастливы. В этой семье все шло хорошо, пока в их жизни не появился человек, которого они никогда не думали увидеть. В тот день семья устроила небольшую вечеринку на свежем воздухе, чтобы отпраздновать день рождения Майкла, когда внезапно появился незнакомый мужчина. Старик выглядел потрепанным и грубым. Кроме того, от него исходило отвратительное зловоние. Но Майкл все равно собирался предложить мужчине выпить, но Анна остановила его. «Это человек, который бросил тебя», — сказала она очень хладнокровно. Услышав эти слова, Майкл пришел в ярость и приказал Джеку немедленно уйти. Джек бесстыдно опустился на колени и умолял выслушать его. Сквозь слезы он рассказал, как его мать обратилась к нему около 10 лет назад. Она призналась, что его биологический отец – темнокожий мужчина, с которым она изменила мужу вскоре после свадьбы. «Так почему же ты вернулся? Ты знал об этом 10 лет назад. Почему ты так долго молчал?» – прокричал Майкл. Джек не нашел, что ответить. На самом деле он увлекся безответственной жизнью. После того, как он бросил Анну, он жил беззаботно. Он переходил с вечеринки на вечеринку, встречался с несколькими женщинами и щедро тратил деньги. В конце концов, всего 5 лет назад он женился на молодой девушке, и это положило начало его страданиям. Она превратила его жизнь в сущий ад. Она никогда по-настоящему не любила его и была с ним только из-за денег. Из-за семейных проблем Джек больше не мог сосредоточиться на работе, и его уволили. Как раз в тот момент, когда он подумал, что хуже уже быть не может, его молодая любовница сбежала. В тот день он пошел в бар. Всякий раз, когда он уходил таким образом, его не было дома в течение нескольких часов. Когда он вернулся домой в тот день, он испытал сильнейшее потрясение в своей жизни. Все, что у него было, пропало. Хуже того, он начал получать уведомления о списании средств на свой телефон, пока на нем почти ничего не осталось. Потрясенный Джек перенес инсульт. К счастью для него, его сосед пришел ему на помощь, и его отвезли в больницу, где он в конце концов выздоровел.
Как только его выписали, Джек понял, что должен искать свою семью. Похожая ситуация заставила его осознать, как плохо он обошелся с Анной и своим сыном. Он слышал, что Анна снова вышла замуж, но все еще верил, что у него есть шанс. В конце концов, тогда она была безумно влюблена в него. Но как же он ошибался? Анна сказала ему, что ему нет места в их жизни, и что она лишила его отцовских прав много лет назад. Затем мать и сын вместе закричали, чтобы он уходил и никогда больше не показывался на глаза. Джек с позором ушел. Позже он оказался в доме престарелых, жалея, что не может повернуть время вспять и поступить правильно. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.